Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Криминальная сводка столицы сообщает чрезвычайные новости о известной телеведущей и враче-терапевте Елене Малышевой. По данным СМИ, шокирующее событие произошло сегодня утром в Москве в медицинской клинике Елены Васильевны Малышевой, которая находится на улице Тверской. Неделю назад Елена Васильевна Малышева, которая длительное время находилась в камере временного задержания следственного изолятора города Москвы по обвинению в тяжких правонарушениях, вышла на свободу по просьбе руководителя здравоохранения Российской Федерации, который попросил оправдать известную телеведущую и подал соответствующие документы о помиловании на стол Верховного Главнокомандующего Российской Федерации. Главнокомандующий принял соответствующее решение, а Елена Васильевна вновь приступила к исполнению своих профессиональных обязанностей, хотя уже с испытательным сроком. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще несколько месяцев назад Елену Васильевну Малышеву обвиняли по нескольким направлениям, среди которых поставка некачественного медицинского оборудования и непрофессиональная медицинская помощь, которая привела ко многим несчастьям, смерти многих людей, в том числе легендарного советского актера, члена комитета Александра Анатольевича Ширвинда. Однако руководство страны закрыло глаза на данные правонарушения и вновь предоставило Елене Малышевой неограниченные права, что в результате и привело к новым трагическим происшествиям. Стало известно, что сегодня в медицинской клинике Елены Малышевой появились известные советские и российские артисты, чтобы подать коллективный иск против непрофессионального лечения Елены Васильевны. В частности, в медицинской клинике появились такие известные артисты, как Сергей Минаев, Олег Басилашвили вместе с семьей, внук Александра Ширвинда, Александр Розенбаум с семьей и актер Алексей Нилов. В оправдании поступка Елены Васильевны Малышевой можно сказать, что в последнее время Елена Васильевна часто принимала медицинские препараты и страдала неадекватным поведением в связи с тем, что она длительное время провела в следственном изоляторе. Так это или иначе, но произошла колоссальная трагедия. В результате серьезного конфликта, который произошел между Еленой Малышевой и известными артистами и их семьями, Елена Васильевна, которая находилась в неадекватном состоянии, нанесла ножевое ранение, которое повлекло летальный исход внуку Александра Ширвинда Николаю, а также серьезно ранила актера Алексея Нилова. Внука Александра Ширвинда спасти не удалось. Алексей Нилов на данный момент находится в реанимации. Остальные артисты и их семьи не пострадали, хотя находятся в шоковом состоянии. Стало известно, что Елену Васильевну Малышеву сразу же из медицинского учреждения доставили в полицейский участок, а антикоррупционный комитет Никиты Михалкова немедленно требует, чтобы Елену Васильевну Малышеву вновь отправили в следственный изолятор. Помимо этого будет заведено уголовное дело и на руководителя здравоохранения Российской Федерации, который способствовал освобождению Елены Малышевой. Ну и очень приятная новость о сотрудниках антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Сегодня начальника Следственного комитета Российской Федерации товарища Бастрыкина, который длительное время находился в реанимации, перевели в общую палату. Состояние здоровья Александра Ивановича серьезно улучшилось. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.